Вы спите и не высыпаетесь? Вы постоянно ощущаете усталость? Вы не высыпаетесь? Вы просыпаетесь уже усталым? Или же, может быть, вы чем больше спите, тем больше вам хочется спать? Если у вас есть такие симптомы, то вполне возможно, что вы страдаете синдромом хронической усталости. И именно об этом мы сегодня с вами поговорим. Какие причины возникновения этого синдрома и как от них избавиться. Меня зовут Виктория Андерсон. Добро пожаловать на мой канал, на котором мы с вами говорим о том, как помочь своему организму и также повысить качество жизни с помощью натуральных продуктов и без каких-либо химических препаратов. Что же это такое? Давайте разбираться. Значит, есть усталость разных видов. К примеру, физиологическая утомляемость. Это возникает из-за того, что вы, к примеру, готовились к экзаменам. Вы много читали, трудились, ночами не спали, пили много кофе или сдавали какой-то проект. В общем, вы в стрессе пребывали какое-то определенное количество времени. И вот, наконец-то, экзамен или проект сданы. Ура, ура, вы прям выдохнули. И тут вы начинаете понимать, что вы очень устали, вы переутомились, вам хочется спать. И, конечно же, чем больше вы отдыхаете, тем лучше вы себя начинаете чувствовать. И эта самая усталость или переутомляемость, она проходит. То есть вы как бы подзарядились свои батарейки, и все хорошо, и вы дальше нормально живете и работаете. Хроническая усталость отличается тем, что вы постоянно в такой вот, знаете, вяло текущем состоянии. Вы сонливы, вам хочется постоянно отдохнуть, прилечь, поспать, при этом вы не высыпаетесь. Или же даже, может быть, так, вас постоянно тянет прилечь и поспать, но при этом вы очень и очень плохо спите. То есть ваши силы никак не восстанавливаются. И если такое состояние длится более чем 6 месяцев, это и есть хроническая усталость. И нужно быть очень и очень предельно осторожным, чтобы эта самая хроническая усталость не переросла в депрессию, потому как симптомы очень похожи. У вас настроение плохое, вы потому как не высыпаетесь, делаетесь таким раздражительным, вам хочется спать, или у вас нет энергии, естественно. Другие окружающие смотрят на вас, что такое, прекрати, давай соберись. И даже самооценка ваша снижается, вы перестаете в себя верить. И вот эти все моменты, они могут легко перерасти в депрессию. А если у вас уже врачи заметят или обнаружат эту самую депрессию, ее будут лечить исключительно антидепрессантами, от которых мы делаемся зависимыми. И этого нельзя допускать. Итак, теперь будем с вами разбираться, как всегда, в мультиках, чтобы всем все было понятно, каким образом наш организм работает и почему мы впадаем в это самое состояние хронической усталости. Давайте представим себе камин. Камин, который вот сделан из кирпичей, он прекрасно смотрится, красивый, и этот самый камин, он дает нам тепло, энергию, согревает нас своим теплом. А теперь представим себе, что в нашем организме есть множество масипусеньких таких каминов, которые называются митохондрии. И эти самые камины, митохондрии, они дают нашему организму тепло, согревают наше тело, дают энергию на выработку правильных гормонов нам необходимых, на кровообращение и на работу головного мозга, на все этот камин, как бы митохондрии, работают для нас. Для того, чтобы наш камин хорошо трудился и хорошо работал, что для него нужен? Нужна тяга. Тяга – это кислород. Для того, чтобы
давать энергию, нам нужны дрова. Дрова – это наша качественная пища, которой мы с вами питаемся. Ну и, конечно же, нам нужен хороший, качественный, добротный камин. Это наши митохондрии. Какие заболевания способствуют хронической усталости? Их у нас две группы. Первая – это инфекционные заболевания, и вторая – неинфекционные заболевания. На фоне хронических инфекций наш организм тратит неимоверное количество ресурсов. К примеру, очень много идет перерасход белка. На этом фоне идет перегрузка нашей печени. На фоне стресса идет перерасход витаминов группы В, нарушается обмен железа. И все это суммарно влияет на транспортировку кислорода. Потому что качество и количество эритроцитов, клеток, которые отвечают за эту работу, оно нарушается, их работа нарушается. Какие инфекционные заболевания? К ним относятся гепатит В, С, туберкулез, всевозможные паразитарные заболевания, которые нарушают работу нашего желудочно-кишечного тракта. И все витамины, минералы, все это не усваивается или же выводится с мочой. Вирус Лайма – это энцефалические клещи, они истощают нашу иммунную систему. Герпес, в конце концов, если у вас возникает герпес, более 2 раз в году бейте тревогу, бегом сдавайте анализы и проверяйте свое состояние здоровья. Ну и, конечно же, коронавирус, потому как после коронавируса обязательно у нас возникает истощенная и иммунная система, и мы физиологически очень истощены. На фоне этих инфекционных заболеваний мы можем получить такую болезнь, как хроническая усталость. Вторая группа, которая способствует развитию нашей хронической усталости, это неинфекционная природа. Это также разные заболевания ракового характера, потому как после химиотерапии иммунная система полностью истощена, и организму нужны силы на восстановление. Синдром уставших надпочечников, гипотериоз. Обязательно нужно сдать анализы на ваш гормональный фон. Анемия. Посмотрите мое видео об анемии. Это тоже очень-очень-очень серьезный факт, который вы должны учесть и понаблюдать за собой. Всевозможные митохондральные нарушения, о которых мы говорили уже выше. Все эти клетки нам дают энергию. За счет этого мы живем, радуемся жизни и имеем физическую энергию. Ну и, естественно, нехватка всевозможных витаминов и минералов в нашем организме. Вы слышали такое выражение, что витамины проявляют себя не своим присутствием, а своим отсутствием. То есть, если у вас какие-то либо проблемы с вышеперечисленными заболеваниями, особенно с кишечником, желудочно-кишечным трактом, то все эти витамины и минералы, как бы и сколько бы вы их ни принимали, они не будут у вас усваиваться. Что влияет на развитие синдрома хронической усталости? Это, конечно же, прежде всего стресс. Это неправильное питание, в котором много сахаров и быстрых углеводов. Это физическая нагрузка, чрезмерная физическая нагрузка. Но при этом также, если физической нагрузки вообще не присутствует, это тоже влияет плохо на ваш организм. Недостаток витаминов группы В, недостаток витамина D и, конечно же, недосыпание. Это все сказывается плохо на вашем организме. Ну, а теперь давайте поговорим о том, что же нам с вами нужно делать для того, чтобы выйти из этого самого состояния. Цинк, селен, магний.
Это вот такая группа витаминов, минералов, которые просто должны присутствовать у каждого человека, я считаю. Потому что вышеперечисленные витамины, минералы, они необходимы, они очень быстро расходуются, а особенно, когда наш организм пребывает в стрессе. Обязательно нужно наладить режим сна и режим бодрствования. Это очень и очень важно, чтобы вы ложились спать сегодня до 23 часов. Самое позднее время, когда вы должны идти спать, это 23:00. И, соответственно, просыпаться тоже в одно и то же время. Хочу обратить внимание на то, что вот это вот, знаете, как вот я так устала, сейчас выходные дни, я как это сплюсь. Вот этого делать нельзя, потому что если вы будете все воскресенье лежать в кровати и отсыпаться, то ваши циркадные ритмы нарушатся, и вы с понедельника до среды будете опять как бы приходить в этот режим бодрствования, подстраиваться, и это еще хуже отразится на вашем организме. Ну, конечно же, я рекомендую пешие прогулки. Выйдите на улицу, подышите кислородом, посмотрите на красивую природу, ваш тоже эмоциональный уровень немножечко повысится, повдыхайте вот этот свежий воздух. Это очень хорошо, и опять же у вас будет хоть какая-то минимальная физическая нагрузка для вашего организма. Дыхательная гимнастика очень хорошо помогает, потому как вы будете опять же насыщать свой организм кислородом. Ну и, конечно же, из рациона питания вам необходимо убрать, повторюсь, сахара, все мучное, всю выпечку, все быстрые углеводы. И тогда уровень энергии у вас тоже будет немножечко выше. Ну и самая главная рекомендация – это когда вы чувствуете вот эти все вышеперечисленные симптомы, вам нужно идти к своему лечащему врачу, к своему терапевту, который, я почти не сомневаюсь в том, что отправит вас дальше к эндокринологу. Вы сделаете УЗИ своей щитовидной железы, и сдав полный развернутый анализ крови, ваш врач и вы сами уже будете понимать, чего вашему организму недостает, и вы уже будете также помогать самому себе с помощью вот этих пищевых добавок, витаминов, минералов, о которых я сказала уже. Дорогие мои друзья, не падайте духом, все возможно в этой жизни, если вы будете прислушиваться к своему организму. И помните о том, что ваша жизнь исключительно в ваших руках. Не пускайте все на самотек. Ваш организм – самое дорогое, что у нас есть. Дорогие мои друзья, спасибо, что сегодня заглянули ко мне на канал. Спасибо за ваши комментарии. Кстати, если у кого-то из вас был синдром хронической усталости, поделитесь, как вы с ним боролись. Мне будет очень интересно, и, может быть, моим подписчикам это тоже будет очень и очень полезно. Дорогие мои друзья, будьте все здоровы, счастливы, любимы, мира вам и добра. И до новых встреч! С вами была любящая вас Виктория. Пока!